Да, так просыпаешься с утра, 6 часов, тебе отовсюду война, смотришь, на самом деле, оказывается, в 2022 году наше государство начало войну. Звонишь друзьям, сообщить, сказать, в курсе, война началась. Да ладно, брось, херня какая-то. Ну кто-то, да, знаю, ну и чё. Потом те, кто говорили про херню, в итоге там на следующий день вечером, ну да, началась, ну и что? Это кошмар, ребят, это просто, я что-то не понимаю. Ну вот реально, я вот не знаю, я что-то не понимаю, что ли. Когда у нас успело стать, что война это хорошо? Когда война стала это хорошо? Скоро, кстати, 9 мая. Че пойдете праздновать? Не знаю, что бы сказали мне мои бабушки и дедушки, были бы живы. Те, кто воевал. Также бы сказали, война-то хорошо. Пошел я в магазин. Думаю, ладно. Иду с магазина. Женщина заходит старая. Ну, в возрасте. Убирается она у нас в подъездах. Распишись вроде, что я тут у вас убралась, чтобы мне в квартиру не заходить. Говорю, ладно, давай. Вот. Я ей говорю, война началась. Да давно пора. И я бы уже давно все начала. Все правильно. Ну, я уже наверх пошел, говорю, а внуки-то у тебя вообще есть? Что-то пробухтело, я уже ушел, не понял. Что-то там баба про себя. Че же мне-то хреново так от этого всего? Может, что-то действительно не понимаю. Просто сознание того. И так сейчас. Тяжело, да? Во всем мире. У нас в России. Тем более. Цены, инфляция. Доходы населения падают уже 8 лет подряд. После, кстати, первого пробного захода. Никак не оклемаемся. Но, с другой стороны, время-то вроде такое наклевывается нормальное, отличное. То есть сейчас идет в экономике, в мировой экономике идет сырьевой суперцикл, да. Ну, вроде для всех плохо, из-за этого разгоняется инфляция и все остальное, и у нас тоже. Но, с другой стороны, весь рынок России – это сырьевой рынок в основном, да. То есть как раз можно российский фондовый рынок, российская экономика потихонечку бы сейчас вышла бы из кризиса. Потом при правильном руководстве, правильных действиях можно начать уже наконец-то хоть понемножечку оправляться, расцветать экономически. Все бы казалось бы хорошо. Именно в этот момент очередной раз. И именно сейчас российское государство наносит ракетно-бомбовый удар по соседней стране, по своей экономике и снова по благосостоянию собственного населения. В пух и парах разбомбили экономику. Ну, мне так кажется. Теперь уже я не знаю, когда мы оправимся от этого всего. Ради каких-то тухлых, вообще глупых амбиций. Ради чего? 21 век. Технологии, мир вроде входит в такую фазу, ну, начинай развиваться, живи и радуйся. Нет, кровь, нищета, война. Ребят, я что-то не понимаю. Чего все радостные-то ходят? Ну, может, не все. Я так звоню, ну а что такого? Ну ладно. Ну, кто-то действительно, да, тоже переживает. Половине просто все равно ходит как. Может, просто еще, ну, скорее всего, не въехали. Здесь еще идет эффект шока. Никто ничего не понимает. А мне становится уже страшно. Я не знаю уже, как дети сейчас наши современные. Успеют они пожить. Просто нормальной жизнью пожить. В принципе, по сути, в той стране, у которой все шансы быть богатейшей страной мира. С каждым годом все нищее и нищее. Нищее и нищее. Из-за каких-то амбиций, каких-то диктаторов. Страшно. Я вот еще в 20-й год разговаривали мы тут с одним человеком. Ну, вроде наконец-то 20-й год закончился. Вся-то тут как раз только пандемия началась, а здесь кошмар. Может, следующий-то хоть немножко получше, там, справим Новый год, там, чтобы в Новом году наконец-то все осталось в 20-м, Новый год лучше. Ну, как обычно, да, вся страна у нас одно и то же говорит.
в душе-то понимай, ну как, умом-то понимаешь, что у нас с каждым годом все только хуже и хуже, но все-таки хочется желать и надеяться, что все-таки следующий год, может быть, будет бы лучше. Но прошел 21 год, стало понятно, что кретинизм крепчает, только все усугубляется. 22 год опять то же самое вроде повторилось. Ну, в этот раз я уже просто не смог сказать, действительно, что ли, так думаете? Что 22 год будет еще лучше, чем 21 и еще лучше, чем 20. Мы уже столько времени наблюдаем, что они хуже и хуже. Кретинизм в головах правящей верхушки все больше только развивается. С чего должно было быть получше? Ну, войны даже я не ожидал. Сколько кто-то из вас говорил, наверное, так, с мужиками сидели, выпивали где-нибудь за столом, еще какие-то беседы. Сейчас современный мир, у нас ядерное оружие, там ядерное оружие, везде ядерное оружие. У нас-то войны-то точно не будет, ну никто не захочет. Как бы вот. Но зато теперь новая реальность. Война — это нормально. Уже у всех в головах. Ну а что? Да ладно. Кто-то да правильно. Сколько народу там посмотришь, там какие-то опросы. Там Путин, не Путин. Ну, да, в стране все плохо, но зато войны нет. Он делает все, чтобы войны не было. Пожалуйста, война. Зато теперь у них же, ну, война, да, это же хорошо. Ну, вы определитесь, то есть хорошо это за то, что войны нет, или хорошо, что уже война есть? Понимаете, в чем вопрос? Любые действия можно оправдать, вот абсолютно любые, всегда. Любую войну можно оправдать. Особенно с помощью пропаганды. Всегда все можно оправдать. Вот все что угодно. Вы думаете, вот 1939 год, Данциг, все было неоправданно, все так же было оправдано. Освобождение коренного народа, освобождение вольного города, дать ему независимость, Данцигу. Сейчас вы ходите, там 9 мая, весь мир празднует эту победу в этой страшной войне. Наконец-то все закончилось. Миллионы смертей. Тут Донецк. Данциг, Донецк. Созвучен, блин. Пипец. Ирония судьбы. Это, ну а что? Ну вот потому что вот так. Немцы, да, оправдывали свое нападение. Немножко в эйфории их Гитлер, то есть поднял их экономику, избавил от репараций, которые они выплачивали, наладил производство, промышленность, то есть страна бурно развивалась, и захватывал он, как бы также оправдывая свои вот эти вот исконно германские земли, а самое главное там Чехия и все остальное, это опять же крупные заводы, промышленность, тогда был промышленный век, 2020, то есть усиливая свою страну. Понятно, вот так же оправдывали. Хорошо это? Нет. И здесь. Все что угодно можно оправдать. Только тут ради чего вообще непонятно. Но оправдания могут быть любыми. Я не знаю. Ну, действительно. Ну, может, я что-то не понимаю, объясните мне. Пойду тогда попью таблеточки, полечусь, если у меня с головой что-то не так. И буду ходить, радоваться и улыбаться. Все наладится в этой жизни. Разрушить экономику, разрушить много жизней, людей, как просто смерть, кровь, нищета в собственной стране, нищета там, и дальнейшее еще в 100 раз хуже сделать. Ну, я не знаю, когда война стала нормой, и когда война стала это правильно, это хорошо. Скажите мне, когда вот у вас в головах война стала это хорошо? В какой момент это переключилось?
От того, что хорошо, что нет войны, на момент, что война — это хорошо. Может, я на самом деле уже все куку. Попью таблеточки, какие-нибудь то закажу. Буду ходить, радоваться, улыбаться. Сейчас сижу, говорю, меня аж трясет. Записываю, правда, на больничном, болею. Вот что ни случись, самая распространенная фраза. Ну, нежели хорошо и нехрен начинать. Хрен с ним, нежели хорошо. Нежели богато и нечего начинать. У меня полное ощущение, что такая вот распространенная, крылатая, можно сказать, фраза звучит только в нашей стране. Народ, что с вами? Ну вот действительно, вам хочется каждый раз жить с каждым годом все хуже и хуже, с каждым днем все хуже и хуже. Ну богаты же нежели, хорошо же нежели, зачем начинать? Давайте будем жить хуже. Давайте влачить жалкое существование. И еще, может, как? А дети, внуки там, да и нормально поползают. Что они же тоже же богаты, нежели, хорошо, нежели. Так что ли это понимать? Ну, я не знаю. Я просто, ну вот просто. Что со мной, может, не так? Нет, ну, действительно считаете, что лучше жить в стране изгоя в 21 веке? Жить в стране, которая считает изгоем, закрыться железным занавесом и уйти в каменный век? У нас же ведь ни хрена нету. Ни технологий, ничего. Есть ресурсы, которые мы, блядь, качаем, продаем, да. Но взамен этого мы приобретаем у других стран технологии. Вообще все, что сейчас можно назвать цивилизацией. Дальше-то что? Подумайте об этом. Вместо того, чтобы искать любому состоянию оправдания, может просто подумать головой, прикинуть. Ну что-то как-то хотя бы для себя решить. Понятно? Сейчас с вами ни на что уже влиять не может. Может, это, да, защитная реакция. Чем тебе делают хуже, наш народ любит сказать, ну, это нормально. Че, пусть так и будет. Да, и вот это та же самая уборщица. Ну, женщина в годах. Скорее всего, на пенсии. Ну, почти уверен, что на пенсии. Которая сказала, да я бы уже давно все начала правильно сделать. Ведь неспроста же ходит по домам подъезды мой. Наверное, не хватает этой жалкой пенсии, которую ей платит государство. Она там работала всю жизнь. Приходится теперь под старость лет еще дополнительно подъезды мыть. Неспроста же. Наверное, деньги нужны. Я не то, что там это что-то зазорно. Это нормально. Дело в том, что ведь нет хорошей жизни. На пенсии живи и радуйся. Уже отдыхать пора. Уже и так все здоровье положили во время. Вот, и ладно, хоть до пенсии дожили, то уже сейчас, с каждым, мне кажется, уже мало кто будет доживать. И вот такое в голове. Да, очень хорошо. Очень хорошо. Я бы еще бы раньше начал все правильно. Я бы она прям еще с таким остервенением. Надеюсь, она не жалуется на пенсию, ни на что. У нее все отлично в этой жизни. Надо бахнуть до полной кучи. Все.